Как сделать так, чтобы после того, как я прошел курс, у меня это осталось моей привычкой? Вот так продавать. Моим, чтобы это стало моим. Моим и моей компании. Первым делом постоянно это практиковать, да, то есть практиковать всю вот эту коммуникацию так, как мы делаем. Это мы берем листок бумаги, мы записываем, мы выписываем это. И каждый раз, когда я веду переговоры, я делаю как бы для себя, как сказать, рефлектирую, что я сказал хорошо, что я сказал плохо, да, на уровне тактического разговора, да, то есть то, что какие прям слова, что говорил, использовал техники, не использовал техники. Это очень важно, да, то есть когда вы это научитесь, тогда мы уже даем сами себе, смотрим, да, мониторим себя, даем, рефлектируем себя на стратегическую, да, то есть вот вчера у нас был разговор, я продавал клиенту, все продал, потом мы поговорили с Олегом, и Олег мне сказал пару вещей, я такой думаю, а нахрен я ему продал? Ну вот реально, зачем он мне нужен? Как бы все отлично, мы все сделаем, а зачем? Я подумал, ночь перезвонил и послал его сегодня. Сказал, зачем? Это просто убирает меня от цели. Это стратегическая вещь. Но все, что я ему там говорил, мне уже не нужно рефлектировать, потому что они сказали оба, да, мы хотим, давайте, Владимир, давайте корпоративный тренинг. Все, там все понятно. Вначале мне нужно научиться говорить так, чтобы я понимал, что он сказал, как он сказал, куда я его повел, какую технику использовал, как я его раскрыл, как я его выявил доминантный мотив, как я ему аргументировал, какую дал аргументацию, как я его без презентации провел, чтобы он, да, хочу, вот это надо, да. Окей, хорошо, тогда, если вам надо, тогда будем делать. Сами будете или со мной? С вами, конечно, лучше мы сами. Окей, хорошо, если вы хотите, я вам сделаю. Да, то есть я вот этот момент, я уже не обдумывал, но я годами его каждый раз садился в машину, поговорил, у меня же как бы, в голове все, когда все свежее, он сказал то, я сказал то, он сказал то. Ага, вот здесь я начал говорить не технику, а то, что у меня была моя как бы, отсебятина. Все, я здесь потерял. Ага, вот это было слабое звено. Окей, а что бы нужно было бы сказать? И тогда я уже накидываю варианты, и таким образом, да, я уже понимаю, потому что у меня не было никаких техник, потом уже они собрались. И таким образом, да, то есть смотрел литературу, читал, спрашивал у мастера, как бы он сказал. Он говорит, я бы вот так сказал. Ага, а почему это движок? Да, у вас есть уже движок, у вас уже все есть, вам не нужно. Вам нужно понять, где вы порите отсебятину, чтобы ее не было. Вот тут надо поменять, тут отсебятину наговорил, тут был такой испанский стыд возник, да, то есть как бы, все, ага, понял, это надо поменять. Все, тогда будет наработка. Если вы просто прослушаете и не будете проговаривать, у меня не с кем было проговаривать, я проговаривал реально сам собой и пробовал на клиенте. Бывало смешно. Поверьте, у меня были такие случаи, было очень смешно. Потому что техники не срабатывали, они были не готовы. Было смешно. Я их собирал, по одной технике у меня есть, очень смешная история есть. Я эту технику редко использую и больше никому не говорю, сам ей пользуюсь. Но не потому что я понял, если ее дать как бы просто так человеку, то будет то, что прожил я. Это будет очень тупо и не, как сказать, будет потом хороший контент и смешно рассказать, но в этот момент вы потеряете клиента. Да, то есть, потому что она цепляет за человека эго.